GTA 6 выйдет спустя 12 лет после GTA 5, и за это время Ubisoft сделали 3 игры в серии Watch Dogs и даже успели ее закрыть, судя по слухам. При этом я считаю, что с точки зрения игрового дизайна и экспериментаторства эта мертвая франшиза уже круче, чем все, что нам предложит в 6-й части Великого автоугонщика. И как по мне, «Смотри, собаки» — это настоящая жертва медиа, которая была приговорена с самой первой части. Я хорошо помню атмосферу 13-14 года, когда Ubisoft начали сильно ненавидеть. Вышли спорные с технической точки зрения Assassin's Creed Unity и первая Watch Dogs. Обе игры так себе работали, вроде бы, а собаки вляпались в скандал с графическим даунгрейдом по сравнению с рекламными трейлерами. Мне, правда, было пофигу, я играл в Unity и кайфовал, но общественность решила иначе. Примерно тогда же мощно разогнался ютубчик. Нарождающиеся игроблогеры взяли юбиков в оборот и неплохо тогда торганули ненавистью, на мой взгляд, чуть раньше времени. В свою очередь, Юби постепенно разрослась в мегакорпу, которая так себе чувствовала игровое сообщество и делала странные выводы о том, а чего игрокам на самом деле надо. Хотя с таким ребрендингом ассасинской серии они еще на несколько лет оттянули падение, все-таки хоть Origins, Odyssey и Valhalla у фанатов считаются спорными, но игрухи успешные. И вот сейчас Ubisoft, кажется, исчерпала последние таланты, энергию и ресурсы. Проекты последних лет 5 энтузиазма не вызывают совсем. Мало того, выглядят какой-то деградацией по сравнению с тем, что Ubi делали даже в середине десятых, когда их уже не взлюбили. Для меня же последним звоночком упадка стала заморозка Watch Dogs. Я считаю, что это одна из самых экспериментальных серий на рынке AAA Open World'ов вообще. И сегодня постараюсь объяснить, почему все эти 3 игры крайне самобытные. Самобытные даже в рамках серии. Каждая часть фокусируется на своих уникальных фишках, и нельзя сказать, что одна лучше другой. Они абсолютно не конвейерные, и именно в этом ролике будет больше всего сравнений с GTA в рамках рубрики «Лучше, чем GTA», потому что именно Watch Dogs ассоциируется с главным конкурентом серии Rockstar вообще среди всех других игр в индустрии. У меня же вопрос, что из них больше конвейер? Только один момент и продолжим. Надеюсь, вы как следует прожмете лайки под этим роликом, потому что в ближайшее время я хочу порадовать вас очень масштабным видео. И честно, каналу сейчас как никогда нужна поддержка. И если испытываете трудности с просмотром ролика здесь, то в описании есть ссылки на другие ресурсы с моими видосами. Ну и главное, подпишитесь на телегу, там я активнее всего и держу в курсе дел, поэтому не потеряемся. И еще, на днях у канала Shoozy Snake вышел ролик на аналогичную тему. Мы с ним не знакомы, не сговаривались, и свой видос по Watch Dogs я анонсировал раньше у себя в телеге, чем он выпустил свой. Поэтому не надо писать, что кто-то у кого-то подрезал, тем более рубрику «Лучше, чем GTA» я веду уже несколько лет. И его видос я вам, кстати, рекомендую глянуть, потому что он шутит так, что животики надорвешь, и наша позиция по разным частям серии различается. Будет интересно послушать и подискутировать в комментах впоследствии. Спасибо и начинаем. За 10 лет с выхода первой части «Собак» все, что уже могли и хотели, в игре поправили, плюс вышли фанатские моды. Я игру прошел от начала до конца, ведь, как обычно бывает у меня в этой рубрике, на релизе я ее пропустил из-за негативных отзывов. И даже без скидок на то, как сейчас лихорадит индустрию. Вот мое мнение. Я мало знаю боевиков в открытом мире такого уровня, да еще и с нормальной такой мужицкой суровостью. По посылу, первый Watch Dogs — это такой концентрированный экшен категории Б, с соответствующими персонажами и без всяких зумерских приколюх. Он пафосный, нуарный, местами мелодраматичный, но при этом без излишнего умничания. Умничает игра скорее в геймплее. Но почему игруха до сих пор тащит по сравнению с другими open-world'ами? Дело в том, что главная беда открытых миров — это минимум взаимодействия с самим миром, с локациями. Короче, недостаточно в них интерактива. Да, ты можешь поехать куда угодно, брать какие-то второстепенные задания или выполнять опциональные активности, но сам этот открытый мир редко связан с геймплеем на заданиях. Ну, максимум дизайнеры спроектируют погоню через полгорода и все. На моей памяти всего несколько проектов постарались сделать с этим хоть что-то. Игры вроде Just Cause или, например, Prototype пустились в максимальную свободу передвижения.
полеты, невероятные трюки с разным транспортом, залазание на дома, короче, свобода передвижения во все поля. Только open-world в них накинули широкими мазками, без особых деталей, потому что функция открытого мира там другая. Ты за секунду угоняешь вертолет в одной точке карты, а через пару минут оказываешься в другом биоме вообще, и там устраиваешь какой-нибудь взрывной апокалипсис. И вот фишкой GTA по сравнению с подобными играми было всегда внимание к деталям. Начиная с Сан-Андреас, Rockstar упоролись по каким-то совсем неожиданным мелочам и реализму. Куча доп. Активности, элементы нативной прокачки, когда у сюжея увеличиваются мышцы или вес, что влияет на статы. Всякие свидания, продвинутая кастомизация и еще куча всего. К четвертой части Rockstar еще сильнее навалились на малозаметные, но сами по себе прикольные детали и мини-игры. Еще и внедрили физический движок эйфория, благодаря чему экшен ощущался хоть и вязким, но как будто более реалистичным. В пятерке все ускорили, добавили угара, солнечной атмосферы и докинули еще больше сайдовых занятий. Только была одна проблема, которую все-таки народ заметил с выходом RDR 2. Rockstar мастера создания великолепных декораций и мелочей. Они умеют передавать атмосферу места и прописывать персонажей. Но дизайн их миссий на уровне опенворлдов нулевых, если не хуже. Все сводится к тому, что на миссии игрок обязательно должен только так и никак иначе добраться в какое-то место. Вот пример: подготовка к первому ограблению в GTA 5. Мы припарковались с Лестером в указанной точке, и надо пойти сфотографировать ювелирный магазин. Если вы решите к магазину подойти не на своих двоих, а подъехать, то вот. Никаких отклонений от скриптов делать нельзя. Даже о том, что вас заметили, сообщают текстом. Ну хотя бы кто-то там вызвал бы полицию или вышел из магазина. Что за фигня вообще? Если начинается экшен замес, то это либо коридорный отстрел болванчиков, либо герои закидывают волнами врагов, и ты просто отстреливаешься из-за укрытия. Игроку не нужно креативить, планировать, использовать окружение. Стелс так и вообще не работает. Я просто охренел, что даже к RDR 2 они с этими проблемами не справились. Все задания срежиссированы, при этом местами топорно. Вот, например, нам по заданию надо вернуть угнанную яхту Майкла и спасти его сына. Благодаря скриптам вы никогда ее не догоните. В определенные моменты грузовик очень сильно ускорится. Прострел шин тоже тут не работает, которым так любят хвастаться фанаты GTA в сравнении с другими играми. А в конкретный момент, когда вы всех уже спасете, ваша тачка типа сломается и замедлится. Ну капец, как интересно играть-то в это. Но, а с другой стороны, какие есть альтернативы в схожей тематике про криминал? На момент выхода пятерки мафия подзагнулась, ни один клон GTA толком не выстрелил, кроме, наверное, Saints Row, но все равно по популярности эта серия рядом не стояла, да и вообще она про абсурд и угар. А все остальные притрешованные GTA-лайки так и остались в нулевых. Поле было зачищено и конкурентов особо не было. И даже имея на руках крутые ингредиенты вроде полной свободы передвижения в разных стихиях, транспорта, пуш, группировок, элементов экономики, разнообразных локаций, Rockstar не попытались соорудить из этого хоть какие-то задания с геймплейной вариативностью и глубоким дизайном уровней. Поэтому первый Watch Dogs на этом фоне действительно предлагал нечто свежее. Но прежде чем я расскажу про первую часть, факт из разряда «рыночек порешал». У Ubisoft и куча других издателей, которые раньше топили за свои лаунчеры, стали возвращаться куда? Правильно, в Steam, потому что, как ни крути, а это самый удобный игровой сервис на данный момент с обширнейшей базой пользователей на ПК. Все игры с большинства платформ все равно со временем окажутся там. Один минус: покупать с российских аккаунтов, как понимаете, не очень удобно, еще и сервисы меняют правила пополнения, плюс всякие конвертации туда-сюда, в итоге закидываешь одну сумму, а на выходе может получиться меньше, чем ожидал. И ребята из Payberry помогут просто решить проблему пополнения аккаунтов Steam в России и СНГ. По моему промокоду LUCAI комиссия будет всего 5%, и перед оплатой вы увидите ровно ту сумму, которая упадет в кошелек Steam. А самое главное, что оплатить можно с любой российской карты или через систему быстрых платежей. При этом деньги на счет поступят в той валюте, которая выбрана для вашего аккаунта. Даже регистрироваться не нужно, достаточно указать логин аккаунта и почту, на которую придет чек. Плюс для удобства у Payberry есть приложение, где на случай каких-либо проблем работает чат поддержки. Пополняйте свои аккаунты Steam с комфортом и без скрытых комиссий по ссылке в описании. И еще раз напомню, что по моему промокоду LUCAI комиссия будет всего 5% без каких-либо конвертаций.
Когда запускаешь Watch Dogs, охреневаешь от того, насколько у разработчиков получилась взаимосвязанная экосистема механик для дизайна заданий. Город набит интерактивной инфраструктурой, которой можно управлять со смартфона, переключать светофоры, разводить мосты, взрывать паровые трубы, поднимать заграждения и так далее. Все это используется в миссиях с автомобильными погонями, которых тут дофига. Да, с клавиатуры тачки ощущается печально, но я всегда в Watch Dogs играл с геймпада, поэтому особой боли не испытал. Но автомобильной темы в первой игре действительно много, а все потому, что ее предтечей была серия Драйвер, в которой тачка всегда была в центре внимания. По этой причине хоть вождение не очень, но всякие миссии по преследованию, автомобильным засадам, погоням и прочему сделаны круто с точки зрения структуры, их прикольно проходить. Задания на ногах часто вписаны в город без каких-либо подзагрузок. Если вам нужно зайти в какое-то здание по миссии, вы в него заходите, и в рамках миссии можете свободно перемещаться по локации без ограничений, даже на улицу выходить иногда. А уличные задания вообще в спайке с open world. В любой момент можно отступить, сменить тактику, поискать другой вход в охраняемую зону. И при этом у вас под рукой всегда доступное взаимодействие с улицей. Управляйте камерами для разведки или удаленного взлома. Хотите, без физического вмешательства устраняйте врагов, дистанционно разблокируйте двери и окна, отвлекайте и создавайте возможности для стелса на слишком открытых местах. А если вражины многовато, под рукой расходники для блэкаута, благодаря которому противники слепнут на время, а у вас отваливается взлом. Но даже если расходников нет, часто поблизости трансформаторные подстанции CTOS уничтожаете, и вот вам блокаут. Сами задания разбиты на большие сегменты, в рамках которых можно действовать абсолютно свободно. Допустим, надо убрать чела, отдыхающего в лаунже автосалона, пока продавец оформляет на него машину. Автосалон набит охраной, при этом по обе стороны выставочного зала стеклянные стены. Можно попробовать аккуратно пробраться внутрь, отслеживая маршруты и убирая всех по одному. Можно ворваться внутрь или обстрелять магазин снаружи и постараться пристрелить мужика, пока он не удрал на тачке. Проще сделать это под шумок, если врубить блокаут, правда, в темноте целиться тяжело. А мне понравился такой вариант. Беру на улице тачку, леплю к ней взрывчатку, ставлю перед стеклом магазина, дальше поднимаю шум, и как только цель пытается сбежать на тачке через стеклянную стену, жму кнопку. Готово. И таких заданий песочниц в первой части дофига. Конечно, в последующих их станет еще больше, но факт в том, что сразу, с дебюта, собачки зарекомендовали себя годным дизайном локаций и свободой геймплея. Конечно, в оригинальной игре есть немало коридорных пострелушек, но меня удивило, что, оказывается, в сравнении со следующими частями, стрельба тут выполнена интереснее и напоминает Макса Пейна. Не столько из-за механики замедления, сколько из-за темпа ситуации и левел-дизайна. Кстати, в Watch Dogs можно проворачивать зрелищный трюк, когда бросаешь гранату в слоумо и подрываешь выстрелом, пока она не коснется земли. В старом видео на DTF я рассказывал, что третий Макс, как шутер от третьего лица, прекрасен тем, что подталкивает тебя постоянно двигаться вперед, благодаря тому, что Максу тупо не хватает ресурсов на сидение в укрытии, а здоровье и уровень замедления проще поднять во время боя. И Watch Dogs тоже вынуждает не сидеть на месте, потому что перестрелкам придает накал недурственный ИИ. Не знаю, что там было на релизе, видел, как игру критиковали за тупых противников, но именно в первой части бандосы прям дают прикурить, особенно на высоких уровнях сложности. Они не лезут на рожон, меняют позиции, пытаются обойти Эйдена. Плюс тут есть скрытая механика стрельбы на подавление. Враги могут зажать Эйдена на позиции стрельбой. Ну и Эйден, в свою очередь, может то же самое. Причем, если стреляли по тебе, но противники не видели, как ты ускользнул, то они продолжат вести огонь по тому же месту. То есть у противников в бою нету никакого GPS на главном герое, как, например, в той же GTA. Мало того, Эйден ловко паркурит, что позволяет по максимуму использовать окружающую архитектуру и даже кое-какую вертикальность. Для этого ролика я специально в очередной раз накатил GTA, чтобы записать всякие сравнения. И насколько же там в сравнении с Watch Dogs перестрелки и передвижения ощущаются всратыми. Вот вроде молодой чернокожий подкачанный чувак, а бегает и прыгает как 50-летний скуф. Понимаю, что реализм, но если реалистичная физика делает тебя абсосом в экшн-сценах, то и нахрен она такая нужна. Это уместно в медлительной РДР, но в GTA ощущается смехотворно. Короче, стрельба и передвижение в Watch Dogs в совокупности с интерактивностью на локации сильнее
сильнее вовлекает в процесс и передает то самое ощущение свободы у Мстителя-невидимки, который незримо для других планирует и управляет ситуацией. Причем первый Watch Dogs не назвать игрой про хакинг, как в последующей части. Хакинг не так уж часто нужен для каких-то операций по проникновению. В первую очередь он используется как инструмент для диверсий и засад. Фактически Эйден городской партизан, а не хакер. Кстати, в момент, когда он получает всякие взрывные расходники, меня осенило, что игра очень напоминает «Саботер» об освобождении Парижа от фашистов, которая в свою очередь сильно вдохновлена ассасинами. При этом львиная доля «Саботера» — это уничтожение всевозможной инфраструктуры. Ну и не знаю, совпадение это или нет, но главные герои даже внешне похожи, еще и оба ирландцы. Но главное, что нужно понимать, если вы не играли в первую часть, но играли во вторую или Легион, в оригинальной игре разработчики не чурались насилия, и Эйден получился тем самым героем, для которого цель оправдывает средства. Это вам не типичный боец за свободу города в трико, у него нет цели кого-то засадить в дурку или сдать полиции. Если он считает нужным убить, он убивает и взрывает все вокруг себя. И вот тут пора коснуться нарративной темы, тем более к сюжетке у многих была куча претензий, мол, очередная игра про месть, главный герой слишком плоский и безэмоциональный. Короче, ребята, это не игра про личную вендетту, как это часто бывает у Ubisoft. В самой игре не раз проговаривается, да и по миссиям видно, что Эйден в первую очередь вигилант. You missed all the fun. The kids were playing vigilante, imitating that guy they keep talking about on TV. Somebody wants the vigilante big time. Haven't you heard? I'm the vigilante. I clean up mess like you. You, isn't it? You're the vigilante. Up next, an interview with a woman who claims to know the vigilante, Aiden Pierce. Итак, поясняю. Вигилант — это такое понятие в культуре, которое обозначает людей, вершащих неофициальное правосудие. Вот это типичное «там, где закон бессилен» — это про вигилантов. Это типаж народного мстителя вроде Зорро или любого супергероя под маской. Если взять Эйдена, он не мстит кому-то конкретному. По сюжету Пирс потерял племянницу. Это наложило свой отпечаток, сделало его более озлобленным и жестоким, но его главная цель — восстановить справедливость в целом. Игра начинается с того, что вот он нашел чувака, который застрелил его племянницу. И извините за спойлер, но в конце нас снова столкнут с этим чуваком, чтобы мы, как бы переосмыслив свою деятельность, решили, заслуживает ли он наказания или нет. И если что, в игре нет противостояния какой-то корпорации. Реально, кое-какие ютуберы наврали, что мы воюем против корпы. Но очевидно, они игру даже не проходили, чтобы побыстрее склепать видосик. Так вот, Эйден — это буквально каратель или сорвиголова из Марвел, Макс Пейн, который стремится искоренить в своем городе преступность. Сказать, что Watch Dogs — это игра про месть, то же самое, что сказать Человек-паук — это игра про месть. Я пытаюсь донести, что буквально любое произведение про народного мстителя, любого супергероя, начинается с того, что в его биографии было травмирующее событие, и теперь он в принципе стал вот таким. Причем, в отличие от хакеров из DedSec, у Эйдена нет цели уничтожить систему управления городом CTOS, она наоборот оружие в его руках. А большую часть сюжета Эйден вообще-то пытается освободить живую сестру и ее живого сына, которых взял в заложники его бывший сообщник по хакерским операциям. Тому в башку ударила мания величия и желание контролировать все вокруг, поэтому он похитил его единственных близких для шантажа. Только ближе к концу Эйден приходит к тому, что CTOS скорее зло, ведь превращается в оружие, если к ней имеет доступ какой-то шиз. В том числе он подразумевает и себя. Мало того, в первой части корпорацию Bloom вообще не выставляют антагонистами, они в этой вселенной разработчики уникальной системы умной городской среды. Это уже во втором Watch Dogs хакеры из DedSec выставляют Bloom главным злом, ведь они ведут себя как подростки, которым надо бунтовать против чего-то просто потому что. Да, хотя Bloom замешаны в коррупции и лоббировании своих интересов, но в первой части Эйден борется с теми, кто использует CTOS для преступных целей. И этот виджиланте Эйден дошел до той точки, что другой жизни у него и нет, поэтому он вполне уместно немногословный и безэмоциональный. Он всегда находится в состоянии планирования, напряжения, все его мысли поглощены тем, как добраться до очередного ублюдка или маньяка. Только ближе к концу случается небольшое просветление, и игра как раз об этом, чтобы он понял, насколько его методы и его путь не очень-то правильные. И вы наверняка смотрели видос Квена, уже написали смешных шуток в комментариях по этому поводу. Короче, Квен назвал Эйдена персонажем-социопатом, потому что Эйдену вообще похеру, как решать проблемы. Ему плевать на сопутствующие жертвы, он будет взрывать, ломать инфраструктуру, отнимать
отнимать чужое имущество, шантажировать, давить случайных прохожих и так далее. Но я все же с социопатией не совсем согласен, потому что вы можете действовать аккуратно и без лишних жертв, в результате чего Эйден никак не будет похож на социопата, по крайней мере по международной классификации болезней, согласно которой социопаты вспыльчивы, не могут себя контролировать, не испытывают чувство вины и так далее. По крайней мере, судя по сюжету, он не такой, он наоборот всю дорогу чувствует себя виноватым, переживает за близких и простых бедолаг, попавших в переплет, корит себя, когда пришлось действовать слишком быстро и не было времени обдумать последствия. Oh no. Bedbug. What just happened? He did everything right. In Iraq. Did he just murder his own cousin? Did I get him killed? Дальше я не хочу лезть в подробности сюжета, лучше сами поиграйте, просто факт в том, что если вам, допустим, нравится персонаж Макса Пейна, то я не понимаю, чем вам может не понравиться такой герой боевика, как Эйден. Вывод такой: я считаю, что во многом негатив к сюжетке первого Watch Dogs построен на банальном блогерском вранье из-за того, что те 10 лет назад распробовали вкус хейта, который хорошо продает контент. Безусловно, это не какая-то супер глубокая история, но ее вполне хватает, чтобы обосновать геймплей и разные ситуации, в которых оказывается герой. Я и вовсе скажу, что именно оригинальные собачки — самая сбалансированная игра серии по соотношению геймплея и нарратива. Тут в меру стрельбы, взлома и вождения. Никаких тебе нравоучений по поводу того, что Эйден не прочь пустить кровушки. И хотя игра в итоге собрала нормальную кассу, в массовом сознании как будто бы осталась чем-то провальным и невразумительным. Только в последние годы к ней потеплели, да еще и мододелы активно взялись за игру. Я, например, накатил мод на улучшенное и более нуарное освещение, которое реально делает тени и темноту прям плотными и насыщенными. В итоге игра даже спустя 10 лет выглядит отлично. Я не понимаю, как в глаза долбились те, кто говорили про даунгрейд, но, посмотрите, что выходит сейчас. А кто хочет углубить свой опыт, есть огромный геймплейный мод Living City, который реально оживляет игровой мир и добавляет механик. Кажется, игровое сообщество потихоньку врубается, что упустило проект с действительно крутым потенциалом. Но походу в свое время Ubisoft сделала из критики первой части неоднозначные выводы и выдала Watch Dogs 2. Короче так, это одновременно один из самых моих любимых опенворлдов по геймплею и один из самых скукоживающих по нарративу. Играется с кайфом, но когда кто-то открывает рот, хочется пробить лицо ладонью, хотя есть и светлые нюансики. Итак, Watch Dogs 2 сместила фокус на хакинг и стелс с чистого экшена и автомобильных погонь. Если хотите, можно практически с самого начала выкинуть сегмент с тачками, потому что есть fast travel до какого-нибудь заведения, которое находится недалеко до точки задания. В первом Watch Dogs fast travel был только через железнодорожные станции. И должен отметить, какая же это крутая и зрелищная геймплейная механика, когда ты во весь опор выпрыгиваешь из тачки, вокруг стрельба, ты запрыгиваешь в метро и катишь, убегая от погони. Классно, только пока тебя не преследует вертолет, потому что, вертолетики в игре явно были недокручены. Так вот, про хакинг в Watch Dogs 2. До сих пор он превосходит любую игру с подобными механиками. Да, взлом камеры, профайлер NPC не изменился по сравнению с первой частью, но теперь появилось аж до 4 взаимодействий с интерактивными объектами. Например, электрощиток можно взорвать, можно привлечь к нему противника или подготовить ловушку. Дверь можно удаленно открыть или заблокировать для того, чтобы остановить противников, если вам нужно сбежать. Можно дистанционно управлять погрузчиками, чтобы создавать платформы для паркура, переносить всякие бочки или тупо давить NPC. Можно на крышу подняться с помощью строительной платформы. Можно управлять роботами-охранниками или даже автомобилями. Правда, тут все ограничивается выбором одного из направлений, в котором газанет авто. С помощью этой механики можно вывести тачку из какой-нибудь запретной зоны, задавить кого-то или отвлечь. Еще добавили радиоуправляемый наземный джампер, который может проникать в труднодоступные места, и вместе с ним появился новый элемент левел-дизайна — мои любимые вентиляции. А чуть-чуть подкопив денежек, можно купить летающий дрон для взлома с воздуха. Ну и как вишенка на торте, разработчики смекнули, что ИИшка NPC в первой части вела себя вполне оживленно в бою. Поэтому в Watch Dogs 2 можно сгенерировать целые баталии фракций с друг другом, если натравить на какого-нибудь NPC бандосов или копов. Часто таким образом вообще можно зачистить локацию, если стравить группировки. Короче, все эти механики реально работают и комбинируются, поэтому в игре огромный потенциал для творческого подхода. А по поводу ИИшки еще напомню деталь, которой и раньше касался в видосах. В игре крутая система взаимодействия с любым NPC с помощью жестов. Это
Это немного условная механика, но у каждого NPC есть уровень настроения от агрессии до максимального дружелюбия. С помощью жестов или ваших поступков вы можете спровоцировать агрессию, из-за чего могут, кстати, и полицейские приехать, чтобы вас защитить. Или жестами можно запросто выманить какого-нибудь вахтера за пределы охраняемой зоны. Мало того, челики на улицах по-разному реагируют, даже если вы расчехляете камеру смартфона. Кто-то быкует, а кто-то, например, позирует. Если закопаться вглубь, то разработчики яички создали для этого простую, но гибкую систему. В игре существует матрица реакции, которая учитывает, к какой фракции или профессии принадлежит NPC, чем он занимался, когда произошло какое-то событие рядом с ним, кто стоит рядом, в каком из 5 эмоциональных состояний он находится на данный момент. Все эти параметры заносятся в табличку, и, меняя их, можно настроить экосистему поведения. Если что, подобная штука в упрощенном варианте была в GTA San Andreas. Будучи подростком, я активно с этим развлекался, открывал блокнот и делал NPC вокруг более агрессивными, чтобы превращать в эдакий Детройт происходящее вокруг. Когда же система поведения Watch Dogs настроена, дальше должно произойти какое-то событие, которое запустит цепочку реакций от NPC с учетом перечисленных параметров. Обычно ситуацию запускают так называемые провоцирующие агенты. Это NPC с уникальными ролями, то есть всякие бомжи, уличные музыканты, преступники, полицейские и просто чрезмерно агрессивные челики. Они генерируются на локациях, чтобы приводить систему в движение, так что если не пользоваться фаст-тревелом или не гнать без оглядки от миссии к миссии, то по пути можно встретить самые разные сгенерированные события. Разработчики называли эту концепцию фабрикой анекдотов. Конечно, вы можете привести в пример взаимодействие с неписями из RDR 2, но они там в первую очередь очень односложные, а во-вторых, никак вы не примените подобные системы на миссиях за пределами пары скриптованных моментов. И каким бы ни был сеттинг вторых собак, геймплейное взаимодействие с группами NPC без заготовленных реплик там на голову выше других игр, даже при всей условности. Это что-то вроде общения в Sims, только в Action Open World. Можете поспорить об этом, я надеюсь, у вас найдутся примеры, но это тупо факты, ребят. Проверьте сами, как это работает. Причем ни в одной другой игре Ubisoft такого нет. И это замешано с вариативным левел-дизайном, где тебе по заданию обычно нужно проникнуть на охраняемую территорию, и для этого есть несколько путей. Плюс еще большая вертикальность, чем в первой части, которая позволяет кусать этот пирог как угодно. Правда, в отличие от оригинала, хоть тут вроде бы стрельба ощущается лучше, но экшен-стиль прохождения работает похуже. В бою противники ведут себя не так умно, как раньше, у них периодически проблемы с поиском маршрутов, поэтому гораздо интереснее заигрывать с яишкой путем взлома, отвлечения внимания и ловушек. Но каким бы великолепным ни был этот геймплейный тортик, тут крайне спорное повествование, которое можно принять только если настроиться на нужную волну. Я попробую объяснить, какую. Вместо сурового мстителя мы играем за группу подростков-максималистов. Они тупо хотят подгадить корпорации и собрать побольше подписчиков, чтобы открыть правду о системе на большую аудиторию. Причем ими движет не только жажда справедливости до талого, но и тупо желание повеселиться. А еще конкуренция с другими нетрушными хакерскими группировками. Соответственно, чтобы играть и не плеваться, вам нужно сделать над собой мысленное усилие. Представить себя ребенком, который мечтал о том, что в будущем он будет устраивать невероятные пранки, а его за это никто не накажет. У меня вообще ощущение, что Watch Dogs 2 вдохновлен какими-то сериалами-процедуралами, а по настроению ситкомами. Каждая операция — одна серия сериала. Сквозной сюжет очень условен и нужен, чтобы хоть как-то склеить самодостаточные истории. И в целом, в конкретных моментах и миссиях сюжет вполне себе ничего. Особенно если воспринимать сеттинг как сатиру над Силиконовой долиной, главных героев как сатиру над зумерами и всякими гиками-задротами, что местами работает не хуже сатиры над американским обществом в упомянутой GTA. Так что давайте разберу небольшой пример двух схожих миссий из «Пятерки» и «Вторых собак». Brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? В одном из заданий GTA 5 Майклу Де Санто надо проникнуть в крупнейшую IT-корпорацию, аналог реальных Гугла или Apple. Корпорация готовит презентацию инновационного смартфона, и к прототипу устройства нужно подключить штуку. Что по геймплею? Надо сначала поехать в магазин и переодеть нашего скуфа в молодящегося айтишника. Потом добраться до здания корпорации, посмотреть там кат-сцену и проследовать за одним из местных программистов в офис. По пути посмотрите сценки, как изнеженные айтишники страдают какой-то зумерской херней, потом надо с помощью мини-игры очистить от порнушных вирусов рабочий стол программиста. Дальше просто дойти до комнаты с прототипом, где Майкл сам проведет все манипуляции. Готово, добираемся до дома, смотрим ту самую известную сцену по телеку и набираем номер телефона.
Вот когда игра выходила, вроде бы смотрелась как прикольный гэг. Но вот сейчас пересмотрела, эта шутка в духе «Смотри, как своему айтишнику-клоуну башку размажила». Причем нам тут показывают, что Майк де Санто — рефлексирующий преступник, который полчаса назад советовал Франклину пойти в колледж, а после этого задания он, как ни в чем не бывало, чуть ли не хихикает над произошедшим вместе с Лестером. Lester, that was heavy. You watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. Я сейчас взглянул на то, как этот момент обставлен, и Тревор на этом фоне кажется куда более логичным и прописанным психом. Так что вот кто настоящий социопат, Майк де Санто, походу. I don't know anything about that. Но, возвращаясь к Watch Dogs 2, там есть аналогичная миссия, где нужно проникнуть в офис Noodle. Оказывается, что один из наших коллег по ДЦКу, Гораций, работает в этой корпорации и сможет помочь нам туда проникнуть. Для начала мы тоже идем в одежный магазин, в принципе, можно не переодеваться. Потом угоняем развозку, на которой забираем сотрудников Нудла и под видом водителя автобуса проникаем в здание. Bus drivers don't usually linger in the fun office. I'm not saying you can't, it's just odd. Далее, преодолевая разные охранные системы, запертые двери, нужно пробраться в серверную Noodle. И это сама по себе интересная геймплейная задача, где придется использовать весь свой арсенал взлома и джампер. Попутно Горация решает допросить руководство, ведь подразумевает в нем ДЦКовца. Мы удаленно отвлекаем начальника отдела кадров с допроса, и Гораций помогает нам попасть в серверную и эффектно сбежать из здания. В финале команда уничтожает улики по делу Горация и нахлобучивает кадровика. Миссия гораздо лучше продумана геймплейно. Здесь, в отличие от аналогичного эпизода в GTA, она практически бесшовная. Тут надо проскинуть мозгами и по пути встретиться куда больше лорной инфы о месте Нудла в этой вселенной. Плюс сатирический аспект посмешнее и глубже, чем башка айтишника лопнула. Ну вот как минимум забавно, что Гораций, будучи хакером, борцуном системы, так-то кайфует от работы в IT-корпорации со всеми ее ништяками для сотрудников. Но, к сожалению, миссия хороша сама по себе, ведь впоследствии ветка с легальной работой Горация в Нудле никак не раскрывается. А это вполне себе интересно вписалось бы в сюжет о команде хакеров, где один засомневался в праведности их борьбы. Мало того, вскоре Горация вообще жестко выпиливают, но после этого по сюжету ощущение, будто его в команде и не было. По сути, сценаристам нужен был хоть какой-то триггер для цепочки миссий о жестокой латиноамериканской банде, где нам развязывают руки и намекают, что можно действовать как Эйден Пирс, то есть убивать. Но этот кровавый эпизод никак не повлияет на повествование или характер персонажей. Это я и имею в виду, когда говорю, что весь кайф в эпизодах самих по себе. Миссия с местными саентологами остроумно проходится по теме того, как знаменитости подсаживаются на мутные духовные практики. В процессе другой операции мы наказываем режиссера БДСМ-фильмов, который связан с торговлей людьми, а его студия — это буквально отсылка к той самой мрачной гэнгбэнг крепости в реальности. Другая операция про кражу умной тачки, которая собирает слишком много данных о пользователях. Все закончится погоней на авто, которым мы не сможем управлять. Это неожиданно. I don't understand the question. В одной из миссий нужно проникнуть в суперзащищенный ангар и подключиться к космическому спутнику. Внутри куча охранных систем и вооруженных вахтеров, но можно просто воспользоваться элегантным решением и незаметно проскользнуть через весь ангар, взломав гигантский погрузчик с контейнером. Это выглядит и ощущается так, будто бы ты участвуешь в крутой сцене про шпионов-авантюристов, только через геймплей. Ну или офигенная высадка со строительного крана прямо на крышу высотки. Это очень зрелищно и креативно. Условия на уровнях мотивируют придумывать какую-то интересную схему прохождения, что роднит игру скорее с Хитманом, а не с опенворлдами, где, как ни странно, нет подобной свободы. Да, похожие механики хакерства есть в Deus Ex и Cyberpunk 2077, но возможностей все равно меньше. CD Projekt Red так и вообще явно создавала механики нетранерства с опорой на Watch Dogs. Причем в перечисленных играх NPC хуже реагируют на происходящие события. Это опять же факт, который можно проверить самостоятельно. И последнее по поводу спорного повествования и характеров персонажей. Я так вижу ситуацию. Походу, юбики решили, что оригинальный Watch Dogs был слишком смурным, а значит надо добавить тупого юмора, шуточек из интернета, которые уже устарели, и солнца, чтобы прям как в GTA. Сильно переборщили, навалили всякого стыда без чувства меры, плюс всю дорогу старались показать, что ДЦК авантюристы и пранкеры, но не убийцы. Но когда дело доходит до необходимости насилия, это даже не пытаются как-то оправдать. Типа просто забей
забейте и кайфуйте. И все же беззаботная атмосфера плюс куча интерактива сделала здешний Сан-Франциско более живым и интересным для изучения, чем Лос-Сантос. Мир и NPC тупо лучше реагируют на ваши действия. Даже сбор коллектаблсов в виде денег и очков прокачки обставлены как полноценные пространственные головоломки или миссии на проникновение, которые не отделены от открытого мира. Кстати, в отличие от первой части, мини-игра по хакингу тут сплетена с архитектурой. Часто надо и вовсе использовать дрон, чтобы увидеть труднодоступные узлы взлома. А еще отмечу, что именно во второй части серия достигла максимума в плане того, что называют термином «филинг». Это сенсорные ощущения, которые заставляют игрока кайфовать. Во-первых, тут очень плавные и приятные анимации передвижения. Даже сумка на Маркусе болтается со всякими детальками, которые тоже болтаются. Очень приятный и простой в освоении паркур. Персонаж четко реагирует на любые объекты поблизости и совершает правильные по контексту движения. При этом нет никакой вязкости, управление отзывчивое. Разные дроны легко освоить, и между ними есть быстрое переключение с плавным переходом. Единственное, вождение тачек мне не очень понравилось. Да, физика и повреждения лучше, чем в первой части, но для здешних погонь не достает механики замедления, как в оригинале, плюс какое-то странное фокусное расстояние камеры, из-за чего пропадает ощущение скорости, даже если давишь газ в пол. А еще местные дизайнеры интерфейсов просто красавцы. Начиная с того, что все оформлено под хакерскую тему, например, меню ощущается так, будто бы ты шаришь по простенькой операционной системе. Но в игровом процессе меню диегетическое, то есть карта, GPS, задания, вызов тачек, настройки, музыка открываются с помощью телефона Маркуса. А в самом начале для этих функций надо даже вручную скачать приложение в магазине. Просто хочу поаплодировать за то, как это бесшовно ощущается. Ну чисто эстетически приятные иконки, лаконичный интерфейс в процессе исследований и боев, благозвучные и запоминающиеся звуковые маркеры, которые обозначают те или иные игровые действия. Причем все гораздо минималистичнее, чем в новых играх Ubisoft. И что характерно для серии, все-таки Ubisoft добилась классного автолока на интерактивные объекты. Игра хорошо понимает, с чем ты хочешь взаимодействовать. И чтобы визуально обозначить связь с конкретным интерактивным объектом, из телефона исходит луч. Хотя зря убрали переход в режим взлома по кнопке, когда герой пырится в смартфон. В первой части это придавало атмосферы. А еще субъективно, но мне заходит вот эта кислотная стилистика с гличами, веб-эстетика и прочие приколюхи в роликах или плашках миссий. Может, слишком по-зумерски, но такой стиль хорошо запоминается. По итогу, я бы очень хотел, чтобы существовала игра, которая объединяет эстетику и посыл первой части про эдакого Роршаха с продвинутым хакерским геймплеем и детализацией мира из двойки. Справедливости ради, у оригинала было дополнение про культового хакера вселенной Watch Dogs Реймонда Тибона Кини. Там уже появились дополнительные механики, например, радиоуправляемая машинка для проникновений и ловушек. Это, очевидно, прообраз Джампера, Паука и дронов из последующих игр. Поэтому геймплейное дополнение ощущается более хакерским, чем история Эйдена. И, кстати, Тибон перекочевал в сиквел как важнейший второстепенный персонаж. Даже странно, что его нет в Легионе, хотя он один из самых ярких челов в серии. Зато в Легионе есть Эйден в дополнении. И, судя по всему, к третьей части Ubisoft решили, что все-таки стоит поубавить хохмачество из двойки и добавить мрачника, плюс насыпать геймплейных экспериментов, правда опять они проанализировали прошлое. Странно. Итак, Легион — это open world с действительно новаторской механикой. Вы можете завербовать в команду абсолютно любого NPC с улицы, конечно, за пределами заставок с главными сюжетными персонажами. Когда Ubisoft презентовали эту идею, верилось с трудом, но в итоге она работает примерно так, как и говорили, причем без скидок. А в названии уже заложен основной посыл концепции. Имя нам Легион. Офисный клерк, строитель, военный, полицейский, бабуля, агент Ми-6, любого NPC можно забрать себе в DedSec.
Соответственно, каждый наделен определенными свойствами, а персонажи разных классов отличаются еще и анимациями. Допустим, у шпионки есть пистолет с глушаком и тачка с невидимостью, строитель может вызвать транспортный дрон, а полицейский или военный мимикрирует под свои фракции и может социально стелсить. Некоторые NPC лучше управляются с дронами, некоторые помогают быстрее выйти вашим оперативникам из тюрьмы. Жаль только, что это новшество и кое-что испортило. Во-первых, хоть вы и можете завербовать любого, но на улицах полно NPC с бесполезными бонусами. Ну, допустим, можно нанять какого-нибудь типа, который обладает незначительным достоинством, но подворовывает деньги из общей казны ДЦК или может умереть посреди задания, или стелс провалить, потому что пердит. При этом есть абсолютно золотые агенты, у которых одни плюсы, а минусов нет. Это странно. По логике, у каждого агента должны быть и плюсы, и минусы, чтобы появился геймплейный баланс и элемент генерации историй. Да и скорее всего вы чаще будете искать самых уникальных чуваков, которые на карте обозначены меткой. Плюс есть еще и легендарные агенты. Вторая проблема. Все, что умел тот же Маркус, теперь раскидано по разным NPC, геймплейные возможности в целом урезали. Нету блэкаута, вызова полиции или банд, соответственно, особо не поиграешься с вражеской яишкой. В-третьих, какими бы клоунами не были герои второй части, но тут ты играешь за пустых болванчиков. Понятно, что добавлять проработанные характеры каждому завербованному это перебор, но хотя бы десяток стоило заготовить, потому что за пределами сюжетных миссий или фракций, к которым NPC принадлежали, они общаются с деревянными репликами с никакими интонациями, где все сводится к «Ух, как мы сейчас размотаем систему, вступай в ДЦК, свобода от корпоратов» и прочие подростковые лозунги. Еще и часто приправлено все школьным сленгом, который редко подходит к внешности и профессии персонажа. Плюс я не случайно коснулся темы крутого филинга из второй части перед тем, как перейти к Легиону. Именно ощущение от игры упростилось. Передвижение и паркур с точки зрения анимации полностью деградировали. Движения по большей части некрасивые, дубовые и без импакта. Я знаю, что Ubisoft еще несколько лет назад активно пользовались моушн-мэтчингом в своих играх. Это система, которая достраивала плавные и как бы физичные движения между предзаписанными ключевыми кадрами, из-за чего персонажи корректнее реагировали на объекты вокруг. Происходила как бы генерация анимации. Так вот, тут такое ощущение, будто бы в Легионе Ubisoft забили на motion matching и решили использовать простейшие анимационные риги, либо готовые записанные анимации по паре секунд для тейкдаунов. К большинству объектов применяются вообще одни и те же условные анимации, а порой и вовсе встречаются баги коллизии. На релизе я на это внимание не обратил в своем ролике для XYZ, но так как для этого ролика сыграл во все 3 части одновременно, эти проблемы уж слишком заметны. А ведь в игре появилась почти полноценная рукопашка и такой провал по анимациям и физике. Также деградировала и стрельба. Если оригинальный Watch Dogs ругали за нулевой импакт, то, ребята, нулевой он здесь. Его, считай, нет. Просто быстро вылетают пульки, а тела противников почти не реагируют. И то же самое касается машин. В первых частях с геймпада они норм, а тут, та самая игрушечность и есть, как в весе, так и в повреждениях. Ну и нет фишки, которая будто бы напрашивалась для прохождения миссии несколькими агентами с переключением между ними. Задание всегда выполняет только один. Ну или хотя бы могли добавить возможность непрямого управления вторым агентом. Например, в первой части были моменты, когда через камеры ты по стелсу отдавал приказы NPC, чтобы вывести его с сохраняемой территории с помощью простейших команд. И тем более странно, что подобное не реализовали на основе экспериментов с ИИшкой из второй части. Я вообще думал, что Легион будет развивать концепцию социальной инженерии из предыдущей игры. Однако при всех минусах играется Легион просто иначе, и поэтому снова интересно. Все-таки взамен урезанного кое-что дали. Например, социальный стелс, ведь можно завербовать члена любой фракции и, переодевшись, ходить по охраняемой территории, правда, с ограничениями, как в Hitman Absolution. И стало больше вертикальности, ведь в игре появились летающие дроны, которые можно использовать как транспорт. Например, можно эффектно залететь куда-нибудь в центр локации и высадиться, либо забросить дрона. Да, теперь дронов можно швырять перед запуском, чтобы не лезть в охраняемую зону. Реально ощущаешь себя каким-то крутым спецагентом. К тому же теперь дроны научились сражаться. Например, паучок прыгает на лицо, есть стреляющие дроны, транспортники могут скидывать взрывные бочки и перемещать грузы. Профайлер тоже радикально поменяли. Если в двойке ты по сути взаимодействовал с NPC как с интерактивным объектом в мире с какой-то ненужной инфой в одном предложении, то теперь реально есть мотивация пользоваться профайлером, ведь он раскладывает инфу о потенциальном рекруте, которая повлияет на геймплей. Я уверен, что в том числе из-за профайлера
Профайлера местным автомобилям добавили автопилот, чтобы можно было, не отвлекаясь на дорогу, сканировать окружающих, пока едешь на миссию. Удобно. Короче, где-то убыло, где-то прибыло. Не могу похвалить такой подход, лучше бы новые фишки докинули вдобавок к старым. Но, как есть, Легион ощущается просто иначе. А с нарративной точки зрения он почти такой же мрачный, как первый, хотя и с самоповторами. Порассуждали на тему торговли людьми, шантажа и вигилантов. А еще мир легионовского Лондона враждебнее, чем раньше. Это карикатурная антиутопия, где везде летают дроны-патрули, которые чуть что преследуют игрока. Тут есть пропускные блокпосты, которые надо избегать во время преследования. На улицах куча бронированной техники и альбионовцев с тяжелым оружием. В довесок, несмотря на выбор сложности, игра стала хардкорнее предыдущих. К тому же есть опциональная перманентная смерть, из-за которой по неосторожности можно потерять агента навсегда, даже если ты его уже кастомизировал, подразвил и вложился в него. Это крутая фишка, которая мотивирует играть осторожнее, но с другой стороны, процесс вербовки не быстрый. В зависимости от отношения NPC к DedSec нужно выполнить пару заданий, связанных с ним, прежде чем он решит присоединиться к команде. Естественно, такие квесты не генерируются бесконечно, будут повторы. Да и порой влом заново вербовать нового агента, и таким образом игра вас может просто задушить. По итогу Легион набит компромиссами, и хотя получился смелым экспериментом, судя по всему, после второй части новая игра мало кого заинтересовала. Видимо, из-за этого, по сообщениям инсайдеров, Легион поставил точку в серии, так как она, видите ли, не раскрыла свой потенциал, читая между строк, затраты на разработку тупо не окупились. И если это правда, то, вероятно, одна из причин в том, что Ubisoft хоть и пыталась сделать каждую новую игру уникальной, но почему-то разработчики забрасывали удачные фишки из предыдущих частей. Они тупо не нашли ЦА этих игр. Окей, Пирс был слишком пафосный, но в двойке случился перебор с клоунадой, и при этом геймплей, где чуть-чуть да надо проскинуть мозгами, а к Легиону будто бы решили: ну ладно, мы не умеем прописывать персонажей, значит давайте вдавим педаль креатива в пол, обезличим их, чтобы никого не обидеть, такие веяния, знаете ли, ну и подзабьем на физику и импакт, ведь они стоят дорого, а в нашей игре упор на хакерство. А еще добавим хардкора и персонажей через платные DLC. Короче, Легион в вакууме прикольная игра, но я не уверен, что она понравилась многим старым фанатам. А для кого она делалась, непонятно. И что самое печальное, каждая часть Watch Dogs создавалась людьми, которые понимают, что такое интерактивное взаимодействие с миром, умеют в системный геймплей, создают великолепный нелинейный левел-дизайн для тех, кто не хочет особо умничать, и пострелушки тут вам есть, и зрелищные способы уйти от погони на тачке, и крутой интеллект окружающих NPC. Я, кстати, не понимаю, куда делись люди, разрабатывающие эту систему, потому что просто взгляните, какая ишка сейчас в играх Ubisoft. Где эти специалисты? Их должны схантить. Да и в конце концов получается, что конкурентов GTA с таким количеством фишек и уровнем проработки просто нет. Но тут, походу, сыграли глобальные проблемы Ubisoft в середине десятых, которые привели к предвзятому отношению людей. А еще каждой части как будто бы недоставало мощного визионера, который собрал бы все эти крутые ингредиенты в ударный кулак. За несколько лет после выхода GTA 5 Ubisoft могли сделать одну игру в подобном стиле, но выпустили несколько разных и при этом экспериментировали в каждой части, что совсем не бьется с устоявшимся мнением о тотальном конвейере Ubisoft. Сейчас они скатились, согласен, но Watch Dogs все-таки недооценена. При этом я почти уверен, что в GTA 6 Rockstar не будут собирать из всех своих деталей и интерактивных возможностей действительно интересные миссии на уровне тех же собак. Да, там будут клевые, харизматичные живые персонажи, наверняка бодрый сюжет, но все остальное останется декорациями. Самое прискорбное, что Rockstar'ам не нужно развивать дизайн. Игра наверняка окупится в первую неделю, а потом там запустят онлайн на смену пятерки и получится бабладойка на последующие лет 10. Что тут добавить? Как бы тру-геймеры не рассказывали о том, что они в игры играют ради крутого геймплея, мы все равно купимся на всю ту обертку, которую умеет делать Rockstar как никто. И как бы я ни гундел про эту серию в рубрике «Лучше, чем GTA», я и сам буду играть на релизе. А знаете, вот если бы Rockstar наняли дизайнеров уровней и заданий среди бывших разработчиков Watch Dogs, а то явно они куда-то подевались, а еще призвали бы Майка Скупу, который делал Bully и Sleeping Dogs, тогда мог бы получиться почти совершенный open world, и никто к нему не посмел бы придраться.